Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же мечтает о вас? Какая женщина мечтает? Я надеюсь, не мужчина, да? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Знаете, вот может проигрываться, что вы ждете какого-то очень важного для вас известия. Это может касаться абсолютно любой сферы. Это может быть важное известие там, по работе, допустим. Да? У кого-то это связано, может быть, с личной жизнью. Кто-то в судебных разбирательствах ждет решения. Да? Может быть, вы ждете по вакансии. Вот где-то вы прошли собеседование и сейчас ждете ответа. Да? Но это сообщение довольно важное для вас, и я думаю, оно все-таки вас порадует. Вы человек, который умеет, знаете, вот вы умеете и дом держать, так, в ежовых рукавицах, в порядке, в чистоте, вы умеете готовить, вы умеете вообще налаживать быт. Вот я не могу сказать, что вы такой вот лентяй, разгильдяй, там неряшливый. Нет, у вас как раз может проигрываться. Ну, конечно же, понятно, что это общий расклад, есть исключения, но тем не менее. Вы такой человек, который и приготовит, и поубирает, и постирает. Да, вот вы все, в принципе, в быту вы умеете много чего. Единственное, что у вас сейчас вот как таковая отсутствует мотивация. Мотивация под названием «любимая женщина». Вот вы такой человек, который обычно живет для других, да, вот вам нравится вкладываться в других, вам нравится жить для других, вам нравится даже делать подарки, да, когда ты, допустим, даришь подарок, и твоя жена, либо же дети прыгают до потолка, ну, я утрирую, понятно, от радости, да, что ты их порадовал подарком. Ну, то есть вам нравится это все делать для других, но тем не менее сейчас у вас такая мотивация отсутствует. Вы хороший сын, да, вот если у кого еще живы родители, вы сейчас помогаете. Если уже ушли родители, то вы раньше помогали, да, вот. Может проигрываться, что у вас есть либо же своя машина, либо вот как-то по работе вы связаны с дорогами, с поездками. Плюс еще, смотрите, такой момент, что у некоторых из вас может проигрываться ностальгия о прошлой женщине. Это, знаете, своего рода такая вот привычка, привязанность. Я не могу сказать, что это осталась безумная любовь. Нет. Это скорее, вот как говорят психологи, кто знает, незакрытый гештальт, да? Это своего рода ситуация, которую вы не можете отпустить. Это ситуация, которая не дает вам покоя, да, поскольку вы очень такой стабильный человек, вот вы привязались, да, вот если вы любите, то любите одну. Поэтому вот когда сейчас вы не вместе со своей женщиной, вы все-таки периодически возвращаетесь вот в своих мыслях, воспоминаниях к тем временам, когда вы были вместе. Вот вы как-то не можете ее забыть, отпустить. Это еще не говорит о том, что вот безумная любовь. Это просто привычка, это привязанность, это обманутые надежды, да, это, ну вот знаете, как бывает, мы обычно, когда люди женятся, и мужчины, и женщины, вот почему-то всегда, ну большинство, по крайней мере, думают, что это все до конца жизни, это раз и навсегда, да. Никто же, когда женится, не думает, да, я через месяц разойдусь. Ну как-то это ненормально. Поэтому вот обманутые надежды, это несбыточные какие-то несостоявшиеся ваши мечты. Может быть, вы реально думали, что долго и счастливо будете жить с этой женщиной. Поэтому она вам очень и очень не дает покоя до сих пор. Хотя вот как человек, вот знаете, вот и честно говоря, чем больше я читаю ваших комментариев, я очень люблю читать их, если вы заметили, да, я всегда стараюсь хотя бы смайликом ответить, потому что, ну, очень много комментариев, я просто физически не успеваю. Тогда мне пришлось бы вообще личную жизнь свою забросить и сидеть только отвечать. Поэтому я стараюсь хотя бы смайликом вам ответить, да, вот что я прочитала. Знаете, вот я все больше удивляюсь, сколько у нас, ну, вот реально несчастных, обманутых мужчин.
Вот как-то у нас в обществе принято считать, что вот женщины такие все бедные несчастные. На самом деле, я вот читаю все ваши такие вот душераздирающие истории, и вот я искренне вам сочувствую, у кого получилось так в жизни, что вот вас предали, да, обманули, изменили. Особенно обидно, да, вот когда вы старались, вкладывались, вы любили женщину, и так просто к вам отнеслись наплевательски. Поэтому, знаете, вот я реально диву даюсь, насколько вам не хватает любви, как вы ищете любовь, как вы хотите создать новые отношения, какая у вас реально вот тотальная нехватка любви, нехватка женской заботы, ласки, нежности, да. Это сейчас немного такое лирическое отступление. Поэтому вот я смотрю, вот даже из расклада в расклад, в принципе, кто смотрит меня регулярно, то видит, поскольку у нас одна категория мужчин смотрит, да, это в основном там разведенные мужчины, да, обманутые мужчины, то довольно часто выпадает вот именно то, что вы стабильный человек. Именно то, что вам не нужны какие-то девочки для развлечения, вам хочется любви, да, вы умеете любить, вы умеете быть хозяином, вы умеете быть добытчиком. Но другое дело, что вам не повезло, к сожалению, с женщиной, да, это уже другой момент, конечно, это обидно и печально. Вы, вот знаете, хочется сказать почему-то, вот даже глядя на расклад, что ну вот вы настоящий, вот это не лесть абсолютно, да, кто-то может подумать, что вот там сказки рассказывает, льстит. Я говорю то, что я вижу из расклада в расклад, просто о вас, да. Конечно же, будут какие-то погрешности, потому что это общий расклад, но в целом, в общем-то, я думаю, ну и судя по вашим комментариям, у большинства из вас резонируют эти расклады. Ну вот вы знаете, вот у меня складывается такая картина, что вот вы вот умеете реально вы быть верным, вы умеете быть настоящим и хозяином, и добытчиком, и любовником, да. Вот единственное, что вам не хватает, чтобы вас любили и ценили. Вот этого вам не хватает. Вы готовы в лепешку просто расшибиться, да, звезду с неба достать и мчаться на край земли, только бы вас любили и ценили, но по-настоящему. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Поэтому вот как раз хочется сказать, вот, ну вот вы настоящий. Вот у меня постоянно крутится в голове это слово, вот и верность, и стабильность, да, и хороший хозяин, и добытчик. Вы абсолютно не из лентяев, да, не из лежебок. Ну, понятно, конечно же, и вы иногда бываете уставшим, можете полежать на диване, отдохнуть. Конечно же, не без этого, все мы живые люди. Но, тем не менее, вот если бы вот рядом с вами была потрясающая женщина, вы бы, ну просто вот реально звезду с неба достали, только бы вас любили, чтобы вы чувствовали эту любовь и чувствовали эту отдачу. Поэтому, знаете, вот, ну как-то вот просто душа болит, а сердце плачет, что сколько у нас вот несчастных и обманутых мужчин. Вот реально, да, вот кто-то, может быть, удивится, что я, казалось бы, я сама женщина, да, но я вот реально чисто по-человечески, я сочувствую, и каждому из вас я желаю, конечно же, встретить побыстрее женщину, которая сумеет вас отогреть и обогреть, и подарит вам свою настоящую любовь, заботу, нежность, ласку, да, которую вы так ждете и за которой вы так соскучились. Так, ну что-то меня сегодня понесло. Жара, наверное, так действует. Что-то у меня так лирические отступления. Сейчас сама расплавлюсь, как снеговик. Итак, смотрим. Кто же мечтает о вас, да? Какая же женщина пришла к нам на расклад? Это женщина одинокая. Женщина, с которой, смотрите, у вас может проигрываться даже брак с ней. Но опять же, у вас какие-то вот есть как будто вот камни преткновения для вашего общения. Вы знакомы, могут даже проигрываться, что вы симпатизировали какое-то время друг другу. Но по той или иной причине вот вы как-то перестали общаться. У каждого это будет своя причина, да. Эта женщина, ну, приблизительно где-то вашего возраста, может быть, немножечко помоложе. Эта женщина довольно трудолюбивая, она такая вот спокойная, она хозяйственная. Она очень уравновешенная. Я не скажу, что она такая вот супер-пупер фифа-звезда.
Это такая обычная, вот среднестатистическая женщина. Если раньше у нас вот довольно часто в раскладах как-то вот выпадало, что женщина вся из себя красотка, да, то эта женщина, вот она мне почему-то кажется довольно такой скромной, тихой, да, вот уравновешенной. Вот как раз таких женщин обычно берут в жены. Знаете, вот есть такая поговорка, ну не поговорка, ну народная такая мудрость, или я не знаю, как это даже назвать, что жена может быть и дурнушка, а в любовнице выбирают красоток, да, вот в таком плане. Хотя, конечно же, это не всегда работает и не со всеми работает. Но вот как раз именно эта женщина, вот она предназначена для того, чтобы быть не любовницей, а вот именно женой, хозяйкой. Она такая вот, она и рукодельница, она и, ну, знаете, вот из тех женщин, если вот, допустим, дача у вас, либо же частный дом, она будет и сад-огород вести, да, вот она ухаживать будет и за деревьями, и за кустами, и сажать все. Она абсолютно не лентяйка, она очень гостеприимная. То есть она, знаете, вот вы с ней пересечетесь через какое-то время, но это будет как-то очень неожиданно, очень неожиданно. И может даже складываться ситуация, знаете, что вы вот перестали общаться, потому что у нее вот то ли какие-то проблемы еще появились, да, может быть, кто-то, там, я не знаю, родители, может быть, заболели, она начала, там, я не знаю, уехала, может быть, к ним, за ними присматривать. Ну, то есть здесь однозначно идут какие-то преграды. Это не то, что вы там общались, а потом поссорились. Нет. Здесь однозначно какие-то вот проблемы, преграды. Причем вот эта женщина появится в вашей жизни вот как-то неожиданно, опять вы начнете общаться, да, и здесь уже вы начнете решать ее проблемы как мужчина. Вот она вас реально вот как-то то ли своими вот какими-то делами, да, вот проблемами этими, она как-то взбодрит вас. Вот я не могу сказать, да, что это как-то, ну, нонсенс, если проблемы бодрят, да, но вот именно в хорошем ключе. Вот вы ее увидите как человека, да, вы ее будете поначалу как-то рассматривать, ну, не как сексуальную партнершу. Вот именно как человека вы к ней отнесетесь, и вот именно эмпатично очень так будете относиться, именно как к хорошей женщине, как к порядочной женщине. Да? Чем больше вы будете общаться с ней, тем больше вы будете понимать, что вам с ней хорошо и комфортно. Вот знаете, бывают отношения, которые завязываются на страсти. Здесь у вас не будет сразу вот в омут с головой. Конечно, интим будет, все будет, да, у вас брак даже может быть с ней. Но как-то вот вы с ней сойдетесь, да, вот как старые знакомые, либо же старые друзья, да, там несостоявшиеся любовники, у каждого по-своему это будет. Но опять же, это будет вот именно сближение, как родство душ. Вы будете вот сначала помогать друг другу, да, вы будете общаться, но именно это не будет на страсти замешано, еще раз повторяю. Вот вы чем больше будете сближаться, тем больше вы будете влюбляться в эту женщину, потому что увидите, что она настоящая. Не такая, как вот эти все вокруг куклы Барби, да, с силиконовыми губами, грудью и так далее. Кстати, напишите, ребят, вам нравятся силиконовые женщины или нет, потому что вот мне просто вот хочется опрос такой сделать. Напишите, пожалуйста, как можно больше, откликнитесь в комментариях. Я вот часто провожу такие даже вот в реале вопросы, вернее, опросы провожу по поводу вот этих всех силиконовых предпочтений, да, вот почему-то женщины считают, что чем больше они накачают себе губы, тем больше их любить будут. Хотя есть такая тенденция, что мужчины, наоборот, плюются от таких женщин и, ну, как бы подкалывают, да, прикалываются с таких вот. Знаете, вспомнила историю, как-то один знакомый рассказывает, говорит, встретил свою там какую-то то ли одноклассницу, в общем, подружку какую-то, она, говорит, себе грудь сделала. И, ну, говорит, ну, 2 шарика такие, да. И он говорит, да, я попробую, так, знаете, они у тебя пищат или нет? Ну, то есть подкалывают постоянно таких. Итак, в общем, мы немного отошли. То есть, смотрите, это будут реально такие настоящие трепетные отношения, которые вот вас сблизят и которые перерастут уже в большую такую взаимную любовь. Но вот именно
через заботы, через проблемы, да, как говорят, вот проблемы сближают людей. Вот в этом случае будет точно так же. Причем еще это вам добавит даже уверенности. Вот вы, казалось бы, да, вот изначально, ну да, ну старые знакомые там какие-то, да, может быть, вы работали вместе, либо жили вместе, да, вот, ну то есть где-то уже пересекались. Но тем не менее вы будете чувствовать все больше, ну как-то вот вас тянет к этой женщине. Вот настолько тянет именно душевно, да, не для того, чтобы ее там поматросить, грубо говоря, а вот именно пообщаться, вот вам будет с ней комфортно, просто разговаривать, находиться рядом, да, вот помогать ей. И вы как-то себя даже увереннее почувствуете, ну, тем самым императором, который довольно часто у нас попадает в раскладах. Поэтому, смотрите, эта женщина давно мечтает о вас, но она как-то, она не решалась, знаете, вот она не решалась к вам подойти, потому что вот у нее начались вот эти проблемы. Да, она вам симпатизировала, ну вот как-то коса на камень нашла, поэтому на какое-то время ваши пути разошлись. Но она давно вам симпатизировала, вы давно ей нравились, вы были каким-то, вот знаете, то ли эталоном мужчины для нее. Ну а сейчас сама судьба вас сведет, и ее мечты все воплотятся, и возможен даже брак, как я говорила. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!